Оранжевый цвет солнца отравил мне глаза, и я ослеп. Слишком поздно прозрел или просто забыл слова. Я помню рассвет, свежий воздух, я снова подросток. Мне 1000 лет, вокруг тополя, и от всех вас меня отделяет мятый рыжий билет. Я помню запах леса, я помню ветер в твоих волосах, я помню вагоны и рельсы, и вид из окна несется назад. Я помню кроны деревьев, а где-то над ними летят облака, а рядом со мной против ветра бежит река, река, река. Бежит река, река, река. Глупость какая-то. С другой стороны, полезно иногда побыть наедине с собой. Да и здесь тихо. Гораздо тише, чем в городе. Извините. Я вас не потревожу, если, понимаете, у вас не найдется свечек. У нас со светом совсем плохо. Надеюсь, я вас не потревожила? У вас все хорошо? Да, свечки где-то в доме были. Нужно поискать. Одну минутку. Вы присаживайтесь пока. Может, чаю? Только как вы вошли? Так калитка была открыта. А от чая не откажусь. Спасибо. Еще спички взял. Вдруг пригодятся. А вы отсюда? Бываю здесь иногда. Можно так сказать. А вас как сюда занесло? Захотелось простого человеческого бросить все и уехать за город. Понимаете? Понимаю. А вы как здесь? Откуда свалились? Свалилась? Как грубо. Из Австралии. Далековато вы от Австралии. А что здесь удивительного? Я ассистентка иллюзиониста из австралийского цирка. И что есть в вашем цирке? Ну, например, ручные коалы и полосатые кенгуру. Ручные коалы и полосатые кенгуру. Смело. Ну, не хотите, не говорите. Ну, почему же? Хочу и говорю. Может, тогда фокус покажете? Пожалуй, могу. Но ведь ничего не случилось. Настоящая магия происходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Ну, знаете, я тоже знаком с элементами выступления на сцене и прекрасно знаю, как очаровать зрителя. Ну вот, например, ты ходишь в зал и... Давайте на «ты». А говорите, ничего не случилось. А вы, то есть ты, чем занимаешься? Учусь в театральном. Сначала хотел на режиссера или сценариста поступить, но не срослось. Не срослось. Получилось только на художника-постановщика. Мне вообще нравится деревяшки колотить.
Я слышал это в знакомой мне песне и знаю, что это пройдет. Однажды зима обрушится снегом, и снегом цветы заметет. Ступая босыми ногами на холод, мы шепчем: ты кайф, а я быр. В измятой одежде, убранной количеством дыр. Ты тыкаешь пальцем, говоришь про банальность. Я точно знаю, все это не наша реальность, а дверь в ощущение сласти и радости наших речей. Количество страхов и мелких сомнений — ничто по сравнению с важностью наших идей. И тут вступает такая красивая труба. О чем ты мечтаешь? Если честно, мне бы хотелось поставить свой спектакль. Делать декорации для других мне тоже нравится. У них есть что-то от меня. Но мне тоже есть что рассказать. И почему ты этого не сделаешь? Сам не знаю. Иногда просто думаешь, записываешь, и не идет. Говорят, надо просто начать. Вот, начать-то у меня получается, а продолжить... Ну, давай подумаем. Начнем с малого. Может быть, есть какая-то идея, которая нравится тебе больше других, но как раз продолжить ты ее не можешь. Одна есть. А что за идея? Эта идея, она скорее и есть мечта. И в этой мечте спектакль сам как декорация. Мне бы хотелось, какая ни была бы история, поставить на сцену большую-большую ракету, пусть даже сделанную из подручных материалов. Ракета. Звучит громко и очень далеко. Ну, на то-то она и мечта, что далеко. А ты о чем мечтаешь? Как и все фокусники, наверное. Напустить загадочности, крыбли-крабли-бум и цветы. И все-таки, что мешает начать? Поставить спектакль или построить ракету хотя бы? Там много. Это и актеры, и декорации, и история. Не все же в моих силах. Пожалуй, я бы мог построить декорации, собрать ту самую ракету. Это так глупо. И все-таки красивая эта мечта. Ракета. Не спектакль, конечно, но сама по себе такая большая, необычная, красивая. Знаешь, я бы мог построить ее для тебя.
Это, правда, не спектакль, но зато я точно буду знать, что потратил время не зря. Почему бы и нет? Может быть, она станет для тебя частью истории, и я буду знать, что с моей легкой руки когда-то началось исполнение чьей-то мечты. Да, я думаю, у тебя это получится. Я оставлю тебе свой шарф, чтобы не забыл. Мы еще встретимся? Мне иногда кажется, что мы похожи на мотыльков. Бьемся к свету, слепнем и снова летим на свет. И все наши попытки что-то сделать упираются в падение. Как будто у солнца нам будет теплее, но на самом деле мы сгорим. Как икар, исчезаем в оранжевом цвете. Да не. Хотя, если предположить, это бессмыслица какая-то. Не. Это грибы. Картонные грибы. Не суразится. Когда ты взойдешь над зеленой травой в день середины лета,
И лучшая моя песня тебе будет дописана, спета, и в белом мерцании твоих лучей утонет неспящего взгляд. Сколько я помню таких ночей, сколько ночей подряд. Когда небосвод поменяет свой ход, и пустыня поднимется ввысь, когда что должно умереть, умрет, и смерть побеждает жизнь, мы снова встретимся в ярких лучах магии лунного света, в день, когда ты на моих плечах, в день середины лета. Привет, я Маша Канта, сейчас весна 2015 года, и я хочу запомнить это время и очень загадочные и волнующие эмоции, которые я сейчас испытываю. Я попытаюсь передать свои ощущения самым приятным для меня способом, просто нарисовав их. Мне кажется, что я влюбилась. Я чувствую тепло, но не по отношению к определенному человеку, предмету или вообще чему-то существующему в осязательном мире. Вот что необычно. Поэтому я хочу сделать что-то, чтобы несло в себе маленький намек на это большое чувство и сделало его более реальным. Мне кажется, это эмоция или набор эмоций, скорее палитра из переживаний. Радости, глупости, улыбок прохожих, еле уловимых любимых запахов, интересных людей и легкой музыки. Такие ощущения возникают, когда только прочитаешь сказку с хорошим концом, когда отправляешься в долгожданную поездку, когда нюхаешь горячую кукурузу, когда прыгаешь с разбегу в бассейн, когда чувствуешь кожей лица встречный бриз и когда наконец проходит головная боль. В общем-то, это просто моменты, но по коже проходят теплые мурашки, когда ты осознаешь, что поймал их.